Приветствую вас, друзья! Сегодня готовим очень быстрый и простой завтрак из самых доступных ингредиентов, которые всегда у всех есть под рукой. Сырная, сытная лепешка на сковороде, которая готовится буквально за 15 минут. Быстро, легко. Досмотрите видео до конца, я уверена, что этот рецепт вам очень понравится. Поставьте оценочки, подпишитесь на канал. Всем заранее огромное спасибо! Ингредиенты для нашего завтрака. Это сыр, сметана, растительное масло, 2 яйца, разрыхлитель теста, мука и любая зелень по вкусу. Для этого рецепта можно использовать любой сыр на ваше усмотрение. Берите тот, который вы любите. Я сегодня буду использовать чеддер и маасдамер. Беру пополам буквально, 50% чеддера, 50% маасдамера. Можно взять сыр кусковой или вот такой нарезанный, бутербродный, то есть тот, который действительно есть у вас в холодильнике под рукой, когда вы собираетесь приготовить быстрый завтрак, потому что нам нужно будет его натереть на терке. Очень быстро и легко. Я натру сыр на мелкой терке, конечно же, вот такой бутерброд, не так удобно натирать, как кусковой, но это не проблема, главное, что все ингредиенты у нас есть под рукой, и мы можем приготовить этот замечательный завтрак. Ну что, друзья, я с задачей справилась очень быстро, буквально за 1,5-2 минуты. Сейчас отправлю к сыру 2 яйца. 15% жирности сметанку можно добавить, 2-3 столовые ложки, можно взять сметанку и пожирнее, по желанию. Сюда же нужно будет добавить муку, но прежде чем это сделать, я все хорошенечко размешаю. Нам понадобится 3,5, можно 4 столовые ложки муки без горки и чуть меньше, чем пол чайной ложечки разрыхлителя. Перемешиваем. Добавляем соль по вкусу, если сыр достаточно соленый, вполне будет достаточно 1 щепоточки. Добавлю сюда 1 чайную ложечку растительного масла. Нам понадобится сегодня зелень, я буду использовать свежий, ароматный весенний шпинат только с грядки. Если вы не употребляете шпинат, можете смело заменить его, например, на укроп или на петрушку. И быстренько нарежем зелень. Нарезаю шпинат, вы можете использовать, как я вам уже сказала, укропчик или петрушку. Тоже получится невероятно вкусно. В итоге масса получается вот такая достаточно плотненькая, чем-то похожа на густую сметану. Слишком много муки не добавляйте, иначе лепешечка будет очень забитая мукой. А нам нужно, чтобы она была вот такая вот сырная и достаточно воздушная. Вливаем в сковороду немного растительного масла и распределяем его по всей поверхности. И как только сковорода с маслом хорошенечко нагреется, отправляем сюда нашу вкусную сырную массу. Равномерно распределяем ее по всей поверхности сковороды. Жарим на среднем огне, нужно, чтобы лепешечка хорошо схватилась снизу, но не пригорела. И также она должна немного схватиться сверху, чтобы нам было легче ее перевернуть. Поэтому я накрою ее крышкой буквально на 5 минут. Снизу вкуснятина уже схватилась, появился характерный, приятный аромат, посмотрите, такого поджаристого сыра. Теперь нам нужно аккуратненько эту лепешечку перевернуть, но я вижу, что сверху она еще достаточно мягкая, поэтому будет не совсем удобно это делать. Я рекомендую на этом этапе выключить огонь, чтобы вкуснятина не пригорала снизу, и накроем крышкой еще на 3 минутки. Посмотрим. Видите, он уже хорошо схватился, наш сырный блин, сверху. Я думаю, что можно будет его намного легче перевернуть, не повредив при этом. Переворачиваем на другую сторону. Включим огонь. Накроем его крышкой еще на 3-4 минуты, чтобы наша вкуснятина из творога хорошенько подрумянилась снизу. Ну и что, друзья, посмотрим. Красота! Румяная, аппетитная сырная лепешка на завтрак. Я уверена, что она уже готова и подрумянилась снизу. Да, вполне достаточно, все прекрасно. Можем ею наслаждаться, подавать ее на завтрак.
Вкуснейший завтрак уже готов, подаем его к столу горяченьким, с пылу с жару, пока сыр внутри лепешки еще расплавленный, мягкий, будет очень красиво тянуться. Таким образом наш завтрак получится, вернее уже получился невероятно аппетитным. Замечательный завтрак, друзья. Готовится настолько быстро и легко. Я даже ничего не поняла, не успела понять, как я его приготовила, и уже наслаждаюсь. Жду ваши впечатления в комментариях под видео. А обязательно приготовьте, получите море удовольствия и напишите, как вам такой завтрак. На мой взгляд, очень вкусно, быстро и просто. Всем заранее приятного аппетита. Увидимся скоро с новыми видео. Не пропускайте каждую неделю. Пока-пока.